И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Здесь у меня детки, Азалия и я, помыли волосы и собираемся мы сегодня в школу. Ну, как собираемся? Кое-что немножко позже расскажу, а для начала говори. Кстати, у меня после вчера 2 урока было, и вчера, и сегодня 2 урока будет. Не знаю, это как, но почему. У Алмаза учительница уезжает, ну, на какое-то обучение, то ли Да. какой-то семинар, типа того, короче. Мгм. И в турецкой государственной школе это всегда так. У Азалии тоже было такое, что учительница уезжала. И поэтому у Алмаза сейчас два урока всего лишь. Да. А Азалия вообще ходит целую неделю, где-то на, ну, получается, на 4-5 уроков. Вот с Азалькой мы вот так вот вместе сейчас часто моем голову, ну, то есть только волосы, потому что, сами понимаете, как это тяжело волосы сушить, да, Залька? А Залька красуется вечно, на себя смотрит. Вот, в общем, такие вот у нас, такой у нас день начинается. Скажи. У меня сегодня почему-то уроки не написали, почему-то. Да, почему-то не написали, как раз об этом хотела поговорить. Как у вас дела, расскажите. Хорошо. Я спрашиваю у зрителей наших, как ваши дела, как у вас настроение, напишите нам комментарий. У нас сегодня, кстати, видео вышло на канале, выходит на канале детском. Мы записывали, когда шли гулять, видео. Вот, дети, точнее, записывали. Я быстренько смонтировала и закинула. Так что у нас деток тоже есть канал детский. Он, кстати, монетизирован. И там какие-то копеечки у нас уже дети зарабатывают, да? Да. 2 доллара. Вообще у меня 3 канала именно с монетизацией. Это вот у меня вот этот канал, детский канал, а еще канал с рецептами. Вот я сейчас в последнее время закидываю туда только те же самые рецепты старые, которые раньше я делала. Так что прям взять и сейчас делать какой-то новый рецепт у меня все время времени не хватает, потому что мы с детьми, кто на канале не впервые знает, что мы 1 класс турецкий пошли. Государственная школа. Правда, там всего лишь 4 часа они учатся. Это где-то 4-5 уроков. Или больше. Сколько у вас уроков, дети? Уроков? Вообще Примерно. у нас 6 только уроков. 6 уроков. Ну, по 40 минут плюс тенефис. Ну, то есть это этот... У нас 6 уроков. Тенефис называется же, да? У Да, нас тенефис. по-татарски тоже тенефис назывался. Это этот звонок. Ну, то есть перемена, точнее. Перемену, да. А хочу сказать, у нас 6 вообще уроков. Но у меня сейчас 2, потому что куда-то моя Ахмена уезжает. А еще, мам, можно мне пойти? Можно. Ты вообще в душ надо сходить тебе. Короче, отправили мы Алмаза в душ. Я уже волосы почти высушила. Сейчас буду сушить еще волосы Азалии. Мы с ней решили постричься. Вот, то есть у нее тоже, в принципе, вот такие вот коротенькие волосы. И у нас, кстати, цвет волос очень сильно похож. Вот, так что сейчас не только за своими волосами надо ухаживать, еще надо ухаживать за волосами дочки. Но так классно, да, когда короткие волосы, длинные волосы сушить долго. И вообще здесь, в Турции, очень так вот, ну, особенно когда начинается вот сезон именно летний, когда ты уже начинаешь ходить на море, потом вот с моря выходишь, если у тебя длинные волосы, то это вообще просто беда. Их пока дойдешь до дома, они превращаются в солому от соли, и потом уже все равно приходится постоянно их шампунем мыть, бальзамом, то есть заново сушить. А бывает иногда по 2 раза ходишь на море. То есть ты вроде искупался с утра, вечером тоже иногда хочется там, например, да, ну, бывает такое, то, что по 2 раза, например, ездишь там со знакомыми, с кем-то, а потом опять, получается, та же процедура. А вот когда я 1 раз постриглась здесь, это было 2 года назад, тоже так же постриглась. Я помню вот эти ощущения, когда после моря выходишь, а волосы пострижены, кончики вот эти убраны, сухие. Вот этого хвоста нет сухого, у меня вечно он был. Даже натуральные волосы у меня всегда кончики, вот они вот так вот секлись, ломались, сухие были.
А еще они обесцвечиваются со временем в Турции. И ощущение, как будто ты кончики красишь. Вот. И когда вот это ощущение, когда ты все это отстриг, убрал и выходишь с моря, они у тебя сохнут прям вот, пока ты домой дошел. И уже даже смотришь на волосы, вроде, да, они такие сухие, соленые, но если ты понимаешь, что сегодня тебе еще раз надо куда-то пойти, даже не трогаешь, просто убираешь там в пучок, например. Ну, то есть удобно, очень хорошо. Вот, Азалька у нас тут рисует, сейчас покажу. Вот, мы Азальке вот такой вот стол подарили. Смотрите, тут у нее чего только нету. Да, Азаль, как-нибудь? Я вот так повесила, чтобы красота была. Красота. У нее, кстати, здесь косметика есть своя. Вот такая вот. Покажи, что у тебя здесь есть. Потом вот здесь вот у нее тоже какие-то там свои вещи. Хотите, покажу блокнот? Блокнотик. Вот такие вот у нее спонжики. Все на день рождения подарили. Вот эту косметику имею в виду. Вот этот вот блокнотик с котиками она любит очень сильно кошек. Вот тоже также подарили на день рождения. И еще здесь вот у нас получается, помимо вот этой косметики, там у нее куча косметик. Покажи, кстати, открой вот эту косметику. У нее еще есть вот такая вот. Тоже подарили на день рождения. Вот, смотрите. Пижамная кошка. Вот такие вот. Смотрите. Да. Пижамная кошка. Да, и иногда я говорю, у меня даже такого стола нету для того, чтобы краситься. Мы купили стол мне, но он такой, как бы больше, знаете, для спальни, для красоты, как будто бы. И я постоянно сейчас в прихожей крашусь. Вот, а у Азальки есть прям свой стол со стульчиком, она сидит тут, прям ей тут все очень нравится. Также здесь у нее, смотрите, какие только косметики не подарили ей. Вот, я ей тоже там гигиеничку купила. Тушь, кстати, она у меня забрала от Атоми, она гипоаллергенная, поэтому я ей тоже ее дала. Также помаду дала, там свои кисточки какие-то дала. Короче, у нее своя вот такая вот зона есть. Она тут и рисует. В общем, классно. А Алмазику, вот, как бы, это получается у нас детская комната, двухъярусная кровать. В принципе, эта комната пока их двоих. Вот это моя комната, а вот это его комната. Да, Алмазику, конечно, у нас остался вот этот стол. Тут стулья, кстати, растащили, куда-то убрали. Он пока здесь сидит, но в основном он в зале за моим столом сидит, уроки делает. Но как раз-таки, о чем я хотела сейчас рассказать вам, сейчас уйду из этой комнаты. Вот, по сути, вот на этом, за этим столом он у меня сидит, делают уроки, а это вообще мой рабочий стол. Сейчас я поставлю вас удобно. Вот. И у нас вообще в планах как? У нас же, получается, старший сын сейчас уходит, уезжает. Все, не могу поставить нормально. Уезжает, ну то есть съезжает от нас, все уже время, можно сказать, скоро настанет. Сейчас он 11 класс доучивается, как я вам говорила. Очень не хочется его отпускать, тем более он собирается в Москву. Я даже вот, мы сами с Татарстана, все ему говорю, давай, говорю, хотя бы в Казань. Он говорит, нет, я не хочу в Казань, мне, говорит, ближе Москва. Он уже все там изучил, и он тоже так же, как вот Руслан хочет, да, работать на стройке, да, то есть вот именно как инженер, хочет на вышку, короче, учиться. А я ему, ну я не хочу его как бы так прям вот отпускать в другую страну, тем более, если бы он остался здесь в Турции, а есть ребята, у нас даже есть подготовка, была подготовка уже, как бы мы не готовились по этой подготовке, они сдавали ЕОС, то есть в школе есть даже подготовка. И можно было бы реально прям вот попасть в турецкий вуз. Я все как бы его уговаривала, не знаю. Есть вариант, возможно, склонность к институту турецкому у него, да, но не на 100%, то есть больше он склоняется к МГСУ. Но есть ребята, которые, короче, учатся здесь, прям готовятся к ЕОС, и уже некоторые даже подачу первую сделали в турецкий вуз, и некоторые даже уже прислали ответ, что они, ну, получается, попадают вот в турецкий вуз, то есть их приняли. Поэтому мне тоже очень хочется, очень хотелось, чтобы у меня ребенок учился здесь рядом, все-таки в Турции. Да, я его отпускаю, пусть он с нами не живет,
И вот к чему я это говорю, у нас получается в спальне у старшего. Вообще у нас 3+1. Это вот у нас салон большой, здесь никто не спит. Мы просто здесь все сидим, что-то делаем, да, как бы. Есть кухня отдельная, есть 3 полноценные комнаты. Вот это и есть 3+1, 3 полноценные комнаты, это и есть 3. +1 это значит, получается, ну вот кухня, да, кухня с салоном, либо салон отдельно, отдельно кухня, но 3 это означает 3 спальни. И, в общем, я эту комнату, если он уже съедет, но он съедет уже точно, здесь он явно не останется, планирую Алмазу, чтобы он там уже жил. Вот, ну а уже, если будет приезжать у нас старшенький, он будет здесь спать уже как бы, ну, там, в общем, решим. Хотим эту двухъярусную кровать уже убрать, они уже как бы, они не переросли, она большая, эта кровать, но она уже как-то, знаете, неудобная, что ли. Ну, старая, уже хочется, в общем, поменять. Хочется эту двухъярусную кровать убрать, поставить туда уже детскую, нормальную односпальную кровать. И у нас уже есть односпальная там в комнате старшего сына. Вот. А что хотела сказать по поводу учебы, вообще происшествия, да, то, что случилось здесь, в Турции вчера, это, конечно, очень страшно. Были случаи раньше, я тоже слышала в других странах, не знаю, было ли в Турции, но точно я помню, что было это у нас в России, да, и это очень печально, очень страшно, очень плохо. Для детей не стала говорить, там, получается, в Турции в каком-то из городе. Ребенок, ну как ребенок, подросток, он уже вроде как закончил школу, пришел в школу и начал стрелять. Вот, и это, конечно, очень вчера обсуждалось в группе, да, у нас вот турецкая государственная школа, даже учителя не задали домашнее задание, и я не понимаю, будет ли сегодня обучение, то есть я даже как-то вот еще и не написала, руки не дошли, хотя у нас учеба начинается в час, а время 11. Вот так оно и идет, поэтому у меня и времени не бывает иногда записывать ничего. И вот этот, в общем, ребенок там, вот просто я посмотрела видео, да, идет и стреляет просто вот как у него получается зарядить вот этот вот большой такой вот автомат, он стреляет вот так, зарядил, стреляет, не знаю, никто на него как бы не нападает, не отбирает, он идет дальше, проходит вот так, дети там ходят, обратно забегают, я вижу, что прям он попадает, да, и прям вот в одну учительницу там вот он попал, ну, взрослый человек, видно, палка получается, и я так понимаю, как по новостям слышала, что именно этот человек как раз-таки и сейчас в тяжелом состоянии, вот этот взрослый человек. Ну, там 16, в общем, раненых, 16, то есть включая детей, получается. Вот, но этот ребенок сам, получается, себя потом уже убивает, да, покончил жизнь самоубийством, написано. Очень, конечно, жалко и очень тяжело вот такие вот вещи, когда читаешь, слышишь, смотришь. Поэтому непонятно, сегодня будем учиться или не будем. Вот такие вот у нас сегодня дела. Вот. Продолжая по поводу вот, для Турции, да, волосы, что еще, спрашивают у меня, чем ты пользуешься. Я пользуюсь только, вот сейчас уже, когда жарко становится, солнцезащитками. У меня всегда 2 солнцезащитки, именно, конечно же, от Атоми. Это у меня солнцезащитка для лица, именно вот это. А эту я использую для шеи. Почему так я делаю? Это у меня бесцветная, а это у меня с цветом. И вот чтобы лицо немножечко, вы, наверное, видели, такое, оно как будто осветленное, я все-таки люблю с цветом пользоваться. Здесь SPF 50+, для Турции это прям вот обязательно 50+, может быть 30+ еще для других стран, ну, где не так жарко, но для Турции обязательно 50+ надо выбирать. Вот, и кроме этого практически не пользуюсь ничем в течение дня. Стараюсь каждые 4 часа наносить, но бывает это у меня, наверное, удается 2 раза в день только нанести. Это, конечно, мало. Почему? Потому что солнцезащитка, она все-таки стирается, а потом вот эти вот лучи, они все-таки кожу убивают. Это же как прямое излучение идет, и кожа сжигается, она стареет, поэтому очень сильно важно именно солнцезащиткой пользоваться. И вот сколько я пользуюсь солнцезащитками, я вижу вот эти у меня всегда весной веснушки, пятна очень сильные, причем с возрастом
Это не очень красиво смотрится, может быть, еще вот эти вот веснушечки по молодости очень красиво, как-то вот, ну, необычно, да, смотрится, но с возрастом оно выглядит, как будто у тебя лицо какое-то старое, грязное, дряблое. Поэтому я использую именно вот от Atomy вот эти солнцезащитки, обожаю их. Надо, кстати, я купила, у меня есть еще в запасе, всегда вот так вот приобретаю, потому что просто вот в этом интернет-магазине Atomy, да, оно просто исчезает. Поэтому, кому интересно, можете проходить по ссылке, я там оставляю всегда ссылочку на этот магазин. Вот, также я себе недавно приобрела вот такую вот штуку. Это у нас скульптор для лица, да, вечером только использую. У меня, конечно, лежит еще как бибишка тоже от Atomy, это тоже от Atomy, кстати. Смотрите, какая красота, вот только купила. Вот когда лицо блестит, можно вот такой скульптор. Вы можете вот так его, да, смешать, просто вместо пудры, да, например, либо можете зонально, например, темный цвет подрисовать носик ваш, да, чтобы его удлинить визуально. Например, также можно вот эти вот скулы вот так вот выделить, да, ну и если хотите, например, вот два цвета можно смешать и сделать как вот румяна, немножко, да. Вот я чисто для вас показываю. Так вообще днем я такие вещи не наношу. Куда тут у меня даже времени нету, если честно, этим заниматься сейчас. Просто для вас только демонстрирую. Обычно нанесла солнцезащитку и сразу вот как бы кушать готовить, детям все, их отвезти в школу, все, чем я занимаюсь, все как бы. Только этим я и занимаюсь, поэтому иногда бывает то, что я не могу даже, да, вот здесь надо доделать. Я не могу даже, если честно, времени мне не хватает на себя. Вот такие вот дела, друзья. Здесь нету света, пойдемте в другую комнату. Пришла к дочке. Да, вот здесь лучше видно все на свету. Вот. В общем, подправила свое лицо этим бронзатором. Ну, как бронзатор, скульптор, как его, кто как называет. Вот так. Немножко, да? Естественно, не надо никогда много ничего наносить на лицо. Достаточно совсем чуть-чуть. Вот. У нас дети учатся после обеда. Вот старший проснулся. Кричит сын с душа, младший. Пошла я. Все. Я ребенку дала полотенце. Вот так вот девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Детям у нас уже 7 лет. Они уже у нас не маленькие. Уже и эти дети подрастают. Дети очень быстро растут. Ты снимаешь? Да. Вот, в общем, решила записать вам такое домашнее видео небольшое. Буду закидывать сейчас вот такие вот небольшие ролики на канал. Буду стараться не пропадать. Вот, поэтому такие дела. Посмотрим, пойдем в школу мы сегодня или нет. Идем в школу. Там гуси Да. делают построение. В общем, сказали, что можно приводить детей, хоть и уроки не задали Зальке. Но Алмаз, как всегда, на 2 урока всего лишь. Слушайте, вот оделась вот так, короче. Но она очень тонкая, эта кофточка. В общем, жарко, очень. Душно даже, 24 градуса показывает. О, уже все собраны, мы опаздываем, как всегда. Я не опаздываю. Слышно, да, Я как не они, опаздываю. дети, кричат. Я не опаздываю. Ты не опаздываешь? Да, и мы там паровозиком не делаем, потому что 2 урока сегодня, и нас мало учеников. Короче, Вот, ребята, хочу вам стишок сказать. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. ну что, проводила детей хоть на часик, сейчас немножко передохну. Старший у меня тоже сейчас идет в школу, по этой дорожке должен пойти. Вот, и час я буду свободна. Почему говорю час? Потому что в час начинается обучение, и в 14:20 надо забирать. Ну, 1:20 у меня будет времени. Ну, что хочу сказать, печально, конечно, то, что вот такие вещи происходят в школах.
Но это не, как я и сказала, не только здесь. Недавно, 9 апреля было еще в одной школе, но это где-то там, в Америке, что ли. Короче, вон, прошел мимо сыночек старший. Вот. Надеемся, что таких ситуаций больше не будет вообще нигде. Не только в Турции, но и в России, но и в других странах. И, наверное, буду заканчивать этот ролик. Прям вот глаза открыть невозможно. Солнце сильное. Да, кстати, в Турции без очков тоже вообще невозможно. Вот. Всем пока, друзья. Как всегда, счастья, здоровья, удачи, успехов во всем. Всем пока.